Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Герой сегодняшнего видеоролика – Антуриум юте. Это мое домашнее растение, домашнее цветение. Этот куст у меня очень давно, он уже не раз и пересаживался, и разделялся, и последний раз я отделяла деток у него в сентябре месяце. Сейчас у нас январь. Как видите, деток опять куча. Многие из них уже зацвели. Вот опять же. Я хотела изначально разделить вместе с вами это растение, отделить деток и посадить материнское растение в отдельный горшок. Но, рассмотрев повнимательнее, поняла, что делать это еще рано. Дело в том, что все вот эти вот детки, это выросли из боковых побегов. Корней у них еще не так много, развиваться как самостоятельное растение им будет довольно-таки трудно. Поэтому желательно, конечно, оставить их еще вместе с материнским растением. Но само материнское растение дало еще боковые побеги. Вот видите здесь, там еще с той стороны. То есть их бы тоже желательно присыпать грунтом, чтобы они в дальнейшем побыстрее развивались и дали хорошую корневую систему. Если этого сейчас не сделать, может получиться так, что растение будет вытягиваться вверх. Стволик тоже будет выстягиваться. Боковые побеги будут расти. В результате у нас получится вот такая громадная шапка, состоящая из листвы цветов. И держаться вся эта шапка будет на тоненьком длинном стволе. И в дальнейшем отделять этих деток будет уже гораздо труднее, приживаться они будут труднее. Поэтому мы сейчас решили показать вам новый наш метод. Ну, для вас он будет новый, пользуемся мы им уже очень давно. Мы возьмем грунт второго состава и аккуратненько обложим им стволик. Сделаем своеобразную горочку, которая даст возможность и уже взрослым деточкам нарастить корешки, и тем боковым побегам, которые находятся на стволе этого растения, тоже побыстрее пойти в рост и нарастить корни. Ну, в общем, вот так я аккуратненько полностью весь стволик обложу грунтом и затем одену какой-либо пакетик, там, пленочку. В дальнейшем я буду следить только за тем, чтобы этот грунт сверху всегда находился во влажном состоянии. И в дальнейшем мы вместе с вами разделим этот куст и пересадим. Вот смотрите, это антуриум симба, он также наращивает корешочки на стволе. Его я сделала недавно. Антуриум фламинго оранж где-то неделю назад я присыпала грунтом. О, посмотрите, какие красивые молоденькие корешки. А это были совсем маленькие, вот примерно вот такие же воздушки. Кстати, вот сейчас грунт надо, видите, прикрыть. И плюс еще вот так чуть-чуть выше я положу. Опять же вот так прикрою пленочкой и поставлю в тепличку. В дальнейшем, когда воздушные корни еще чуть-чуть подрастут, можно будет верхушку обрезать, посадить как самостоятельное растение, оно и будет иметь хорошую корневую систему. А пенек оставить в старом грунте, сделать над ним тепличку, опять же создать хорошие условия. И в дальнейшем из этого пенька пойдут молодые красивые детки. Итак, ждем, когда наша юта нарастит корешки, и вместе с вами будем пересаживать. Прошли наши стандартные 2 недели. За это время, как мне показалось, растение заметно
подросло, окрепло. Вот листочки молодые выросли, увеличились в размерах, распустились два цветочка. Вот они, один прячется за листик. Здесь еще один у нас цветочек начинает формироваться. Я не знаю, видно вам, нет. Вот он совсем маленький еще. Вот он. Тун-тун. Ну, за это время, как мне кажется, растение так подросло, окрепло. Один из распустившихся листов, цветков мне пришлось срезать, он уже отцвел. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменилось в этой своеобразной горке. Так, поубираем чуть-чуть. Я, конечно, изначально планировала этот кустик рассадить. Ну, если честно, вот за это время планы несколько изменились, появились другие варианты. Как поступить правильно, я пока еще не решила. Будем смотреть, наблюдать. Ну, пока корешочков не наблюдается. Вот. Есть такие маленькие воздушки вроде как начали. Вот этот вот, посмотрите, боковой побег подрос. Он был совсем маленький, очень мелкий. Давайте здесь еще посмотрим. Пока, если честно, я такого прям быстрого роста не вижу. Почему-то листовая масса растет, а корней пока не наблюдается. Опять же, вот опять боковой побег у нас. Вот он появился, подрос. Тоже был маленький очень с этой стороны. Вот здесь чуть-чуть вот корешки начали. Вот посмотрите здесь. Сейчас я попробую повернуть. Вот воздушка начала. Вот здесь еще у нас есть, сильно прям разгребать не буду. Вот, ну, скажем так, результат пока не очень радует. Вот. Ну, что хочется сказать. Грунт вернем обратно, укроем пакетиком, будем наблюдать, что будет далее. Ну, хочу сказать, что за это время, вот пока горка у меня здесь была, растение заметно окрепло. В принципе, она благоприятно сказалась на развитии этого кустика. Будем смотреть, как будет развиваться растение дальше. И будем принимать решения вместе с вами. Наступил тот момент, когда мы можем отделить деток от юты. В предыдущем видеоролике, когда я показывала свою тепличку, я показывала и этот куст. И посетовала на то, что корни у деток растут очень медленно. Один из подписчиков посоветовал нам обрезать нижние листья у растения, якобы тогда рост корней пойдет гораздо быстрее. Но если мы будем обрезать нижние листья, то мы обрежем как раз листья от деток. Корневая масса должна соответствовать листовой массе. То есть, если мы обрезаем листья, то зачем тогда растению растить корни? Вот в чем вопрос. В этом же видеоролике я предложила другой вариант. Мы поливали основной грунт чистой водой из фильтра обратного осмоса, не используя удобрения. А вот эту горку, которую мы сделали, тоже опрыскивали с водой с внесением минимальной дозы удобрений. В результате, видимо, это все-таки наш расчет оказался правильный. И корни у юты наросли. Здесь я уже убрала верхний слой грунта, чтобы вам было видно корешки. Вот они с одной стороны, здесь с другой.
опрыскивая горку удобрениями, мы делали расчет на то, что растению надоест питаться обычной водой, без вкусняшек, скажем так. И оно начнет растить корни, тянуться к тому субстрату, который пропитан питанием. Как видите, вот еще корешок. Я так сильно доставать там не буду, чтобы их не повредить. Для того, чтобы отделить деток, нам придется полностью извлечь куст из горшка и очистить корневую, чем мы сейчас с вами и будем заниматься. Вот так вот помнем горшочек, чтобы ком вышел попроще. И аккуратно извлекаем. Не проблемно довольно-таки это сделать. Стараться аккуратненько, чтобы их... Там такое впечатление, знаете, что корни вросли в сам горшок. Очень неудобно. Тяжело. Ой, наконец-то. Вот что мы имеем. Посмотрите, какие корни у растения. Вот так. С этой стороны еще вам покажу. Ну да. Здесь сплошная груда корней. И вот это уже вот детки у нас, наверное, дали. Даже жалко будет убирать. Давайте попробуем аккуратненько убрать лишний грунт, чтобы особо не тормошить земляной ком. И попробуем отделить деток. Хотели аккуратненько убрать грунт, но, скорее всего, у нас это не получится, так как видите, ком плотный, корни хорошо переплетены между собой, и вот так вот отделяя и убирая кусочки грунта, корни очень легко повредить. Поэтому мы решили замочить на некоторое время весь этот ком в воде, что мы сейчас и сделаем. Итак, растение у нас некоторое время находилось в воде. В воде корни становятся мягче, более податливые, и их хорошо отделять. Вот. Ну, грунт в основном у нас уже отстал от корней. Если так посмотреть, то отделять здесь, конечно, ого-го сколько. Видите, корней очень много, растение уже, можно сказать, почти похоже на магазинный куст. Поэтому делить на столе, убирая аккуратненько грунт, это не получится. Так, ладно, давайте посмотрим, с чего нам лучше начать. Так, я так думаю, вот с этого. Опускаем воду и стараемся аккуратненько отделять. Вот мы его тянем. Так, здесь почти отделили. Вот он. Ох, сейчас здесь листики запутались. У меня немножко. Листья уберем. Да, процесс, скажем так, не для слабонервных. Вот, последний корешок. Вот, вытащили. Смотрите, какой он хорошенький. Вот. Давайте дальше я отделю уже сама. В итоге нашего деления получилось 3 детки с неплохой корневой системой. Вот. И материнский куст. Нижнюю часть мы срезали. Оставили только верхнюю часть. Здесь, как видите,
есть, так, сейчас я вот поверну вам, чтобы видно было. Вот посмотрите, какой боковой побег хороший, здоровый. Но корней на нем нету. Вот маленький корешочек. Поэтому отделять его на данный момент еще очень-очень рано. Опять же, здесь у нас есть новые побеги. Вот один, второй. И где-то я еще видела. Уже крутить не буду. Это посадим отдельно в большой горшок. Так, аккуратненько, чтобы корни не повредить. Итак, далее, что мы делаем? Мы берем фитоспорин, обычный сухой порошок, и присыпаем корни. Присыпали корни растения. Далее приступаем к посадке. Как обычно, используем грунт второго состава. На дно грунт. Аккуратненько берем растение. Погружаем сюда корни. И затем засыпаем грунтом. Также мы посадим и все остальные детки. И уже покажем, какая красота у нас получилась. Детки отделены, посажены в отдельные горшочки. В грунт второго состава получилось 3 небольшие детки и пенек. Пенек тоже посажен в грунт второго состава, сверху накрыт пленочкой. В дальнейшем он тоже может дать новых деток. Это материнское растение. Как видите, выглядит неплохо. Цветы я пока срезать не буду, понаблюдаю за растением. Если листья не потеряют тургор, то цветы оставлю. Если же нет, придется срезать. Сейчас растение отправится в тепличку, где хорошее освещение, высокая влажность воздуха и температура. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам доброго.